Итак, как же он работает? Я подготовил такую учебную материальную базу. Это часть ствольной коробки АК-74 с вырезами для демонстрации работы данного спускового механизма. Пробую пояснить это вот таким образом. Итак, начинаем. Снимаем автомат с предохранителя. Ставим на автоматический огонь. Затворная рама, двигаясь назад, проворачивает курок на своей оси, опуская его на дно ствольной коробки и взводит его. Однако, важный момент, обратите внимание, именно при заряжании автомата курок блокируется нижним выступом шептала автоспуска. Шептала автоспуска АК-74 здесь имеет две ступеньки. Для чего они нужны? У автоматов АКМ, именно автоматов 59 года модернизации, когда АК был модернизирован в АКМ, здесь имелась всего лишь одна ступенька, она была общей. Автоматы имели следующую проблему. Залипание затворной рамы в заднем положении. К сожалению, у меня нет сейчас АКМ, я вам потом обязательно напомню про это и продемонстрирую. При стрельбе в холодных зимних условиях, при низких температурах, при сжижении, замерзании смазки, излишней смазки, либо при огромном количестве настрела и нагара затворная рама залипала в крайнем заднем положении. Это происходило из-за того, что курок АКМ, удерживаемый лишь одной ступенькой, он слегка поднимался вверх, прижимая затворную раму этими вырезами к отгибам ствольной коробки. Площадь как бы была значительной и справа, и слева, обратите внимание, затворная рама удерживается и отгибами, и направляющими. Так вот, курок прижимал вверх затворную раму, и при значительном нагаре, либо загустевании смазки зимой, затворная рама клинила в заднем положении. Как бы это не являлось какой-то большой задержкой, удар затворной рамы о рукоятку возвращал его в исходное положение, стрельба продолжалась. При дальнейшей модернизации АК-74 здесь ввели две ступеньки. Когда мы автомат заряжаем вручную, то есть рукой, затворную раму отводим в заднее крайнее положение, курок становится на переднюю. Однако, когда автомат стреляет и затворная рама идет назад под действием пороховых газов с огромной скоростью, курок становится на вторую ступеньку и является значительно ниже, и затворная рама меньше поджимается курком к отгибам ствольной коробки. Частично эту задержку устранили. То есть она не являлась уже такой явной, как она являлась на автоматах АКМ и КМС. Именно вот эти две ступеньки, они имеются только на автоматах АК-74, ну и последних их модернизациях. Как эта проблема была решена на гражданских карабинах, вы знаете, что карабин Сайга не имеют третьей оси, как и автоспуска, я остановлюсь в отдельном видео, не буду сейчас тратить ваше время. Затворная рама пришла вперед, своим выступом опустила рычаг автоспуска, курок становится на боевой взвод курка. Удерживается фигурным выступом спускового крючка. И при нажатии на спусковой крючок происходит выстрел. Так как у нас автомат стоит на автоматическом огне, затворная рама фигурным вырезом проворачивает затвор, его ведущий выступ, и начинает движение назад. Двигаясь назад, она вновь взводит курок. Обратите внимание, если я удерживаю спусковой крючок, курок ни с чем более не взаимодействует, за исключением замедлителя, об этом отдельно. И после того, как затворная рама идет вперед, опуская рычаг автоспуска, происходит выстрел. Показываю еще раз. Курок удерживается только шепталом автоспуска. Вот таким образом ведется автоматическая стрельба.
Как только я отпускаю спусковой крючок, стрельба прекращается, и курок вновь удерживается фигурным выступом спускового крючка. Далее одиночный огонь. Что же происходит во время стрельбы одиночной? Здесь прошу обратить внимание на сектор. То есть сектор переводчика в положении предохранителя блокирует прямоугольные выступы спускового крючка. В положении автоматического огня он блокирует, обратите внимание, только шептала одиночного огня. Вот хвост шептала одиночного огня во время нажатия на спусковой крючок блокируется сектором. И в режиме одиночного огня шептала не блокируется. Так вот, шептала одиночного огня не блокирована сектором переводчика на одиночном огне и перехватывает курок во время стрельбы. И даже когда затворная рама, опустив рычаг автоспуска, поднимает, соответственно, шептала, курок перехватывается фигурным выступом спускового крючка. Таким образом срабатывает одиночный огонь. И даже если я удерживаю спусковой крючок, выстрела не происходит. Отдельно коснемся работы замедлителя. Замедлитель входит в состав спускового механизма, имеет корпус, передний выступ и задний выступ. На заднем выступе закреплена подпружиненная защелка. В автомате он расположен вот таким образом. Сейчас я поясню, как он работает. Я специально блокирую рычаг автоспуска для того, чтобы имитировать автоматический огонь. После выстрела затворная рама движется назад, проворачивая на оси курок. Спусковой крючок, конечно же, выжат. Сектор переводчика блокирует шептал одиночного огня. Курок своим выступом встречается с защелкой автоспуска, проходит ниже за нее. Далее, после того, как затворная рама ушла вперед и освободила, нажав на рычаг автоспуска шептала, курок движется вверх. Обратите внимание, он проворачивает на своей оси замедлитель. Замедлитель, уже не просаживаясь защелкой, подставляет под удар курка переднее плечо, передний выступ. Таким образом, курок, когда движется вперед для того, чтобы ударить по ударнику и произвести следующий выстрел, два раза сталкивается с замедлителем. Сначала с защелкой, далее при повороте с передним выступом. И получается эффект замедления. Это работает, конечно, только при автоматической стрельбе. В конструкцию автомата Калашникова замедлитель был внесен в 1959 году. Модернизацией, отлично знаете, автомат АКМ, автоматы АК, АК-47, всех трех типов замедлителя в своей конструкции не имели. Это очень большой вопрос, это огромная тема. На нее, конечно, нужен отдельный материал. Я сниму отдельное видео по работе замедлителя уже с практической частью стрельбой и наглядно вам покажу, насколько он эффективен при автоматической стрельбе из автомата Калашникова. Вот таким образом работает ударно-спусковой механизм. Постарался вам объяснить наиболее подробно и кратко.